Сегодня мы вас приглашаем туда, где 355 дней в году светит солнце, где 365 дней в году идет стройка, а по улицам гуляют тысячи котов. Добро пожаловать на Кипр. Остров является одной из самых привлекательных стран для строительства элитной недвижимости. Этому способствует благоприятный климат, членство страны в ЕС и гостеприимство местного населения. Но придется привыкнуть к правостороннему движению и смириться с тем, что без машины здесь не обойтись. Здесь божества соседствуют с реальными людьми, переплетается культурой и цивилизацией, а стены дышат историей. На острове высокая стоимость жизни. Здесь дорого примерно все, поэтому культурная жизнь отличается своей изолированностью. Остров он и есть остров. На Кипре, без сомнения, есть на что посмотреть, но в этот раз в нашем фокусе была его природа и в первую очередь море. За чистоту воды и комфорт окружающей среды более половины пляжей на Кипре отмечены голубым флагом, а купальный сезон здесь продолжается с мая по октябрь. Кипр весь испещрен бухтами, поэтому высокие волны здесь не поднимаются. Правда, есть одно место, где можно почувствовать себя на берегу океана. Согласно легенде, именно на берег Кипра ступила появившаяся из пены морской богиня любви и красоты Афродита. А еще есть мнение, рядом с берегами Кипра покоятся останки затонувшей Атлантиды, а сам остров – часть горы, возвышавшейся над исчезнувшим городом. Море вокруг Кипра довольно соленое, поэтому вода здесь очень прозрачная и отлично подходит для дайвинга. В акваторию близ его берегов впадает только одна река – Нил. Из-за высокой концентрации соли медузы здесь встречаются довольно редко. Акулы также не подплывают близко к острову. Соль в воде также не дает активно развиваться водорослям. В один из дней мы отправились на тропу Афродиты и Адониса на полуострове Акамас. Поехали поздно, поэтому было ощущение, что здесь были только мы, но и ящерицы. Прямо змеиная шкура. Да, вот смотрите. Змеючка. Может, ядовитая, может, нет. Вернувшись домой, мы узнали, что эти места – ареал обитания кипрской гюрзы и гадюки, поэтому не рекомендуется сворачивать с тропы в заросли кустарника. Тропа невысокого уровня сложности, но летом здесь достаточно жарковато. Мы неспешно дошли до вершины и остались там полюбоваться панорамой в лучах клонящегося к закату солнца. На следующий день нас ждал новый маршрут. Цвет почвы не оставляет сомнений, почему название острова и латинское наименование химического элемента меди созвучны.
Здесь значительно прохладнее, чем внизу, а зимой даже выпадает снег. На высоте около 2000 метров среди прохладных кедровых лесов находится высочайшая точка Кипра — гора Олимпос. Пейзаж на склонах Олимпоса однообразный, но воздух буквально напоен ароматами кедров и сосен. Регулировал? Давай. Я с тобой. Кипр — одно из лучших мест в Европе для рэг-дайвинга, погружение на затонувшие объекты. У всех на слуху паром Зенобия, но и помимо него есть еще десяток интересных судов. Смесь тайны, опасности и ощущения от погружения вызывают неподдельный восторг, особенно если можно донырнуть до судна без специального снаряжения. Я почти что всплыл в эту фигню, так можно было бы и головушкой стукнуться. Затонувшие корабли — это своего рода капсулы времени, хранящие послания, предназначенные тем, кто сможет их достичь. На следующий пункт — каньон Авакс. Трудно представить, что здесь, где сегодня журчит лишь небольшой ручеек, более 1000 лет назад бурлил мощный поток. Поток умолк, оставив после себя глубокое ущелье и тишину. В переводе с древнегреческого «авака» собственно и означает «безмолвие». Каньон представляет собой интересный в геологическом плане феномен. Более древние породы залегают здесь выше, чем более молодые. Кто там? Где? В один из дней мы с другом, опытным скалолазом, оставив женщин и детей дома, отправились на болтеринг, или другими словами, лазание по камням. Особого снаряжения для этого типа скалолазания не требуется. Нужны только скальники, магнезия, крэшпад и, собственно, сами валуны. Ну, надо замотать. И вот ты должен вот так вот. It sound right, boys.
сделал. Скалолазание – это моя жизнь. Я занимаюсь скалолазанием более 25 лет. И только когда я наедине со скалой, я чувствую себя живым. Это было не слишком пафосно? It sound right, boys. Погода на Кипре стабильная, так что заниматься скалолазанием здесь можно почти что круглый год. Преимущество Кипра в том, что утром можно полазить на скалах, а во второй половине дня отправиться на море, что, собственно говоря, мы и сделали. It sound right, boy. Сейчас мы находимся в месте, которое называется Белые камни. Сложные из известняка скалы чрезвычайно податливы. Волны и ветер постоянно меняют их, создавая причудливые формы. Сверху они похожи на стаю белых китов, устремляющихся в море. Так как местность не особо известна даже среди местных жителей, нудисты регулярно посещают белые скалы, так что будьте готовы к случайным и неожиданным видам. В ясные солнечные дни скалы ослепительно белые, а на закате приобретают золотистый оттенок. Другое необычное место – песчаные дюны к западу от Лимассола. Пустынные пейзажи, отчасти напоминающие Северную Африку, могут показаться безжизненными, но на самом деле здесь обитают редкие виды флоры и фауны. Это уединенное место выбрали для гнездования морские черепахи. Благодаря нашим друзьям мы провели на Кипре 10 насыщенных впечатлениями и красотой дней. Остров предстал перед нами в виде калейдоскопа с симметричными узорами. Но если в обычном калейдоскопе узоры создаются с помощью цветных стекол, то здесь в качестве элемента выступает земля всех оттенков умбры, сдержанная зелень сосен и кипарисов и морская лазурь.